коми парма немощь аслас американской горкаяс. Тая узкоколейка. Картуйте дрежина вылон путешествует там елыш вичтала тая послан автор. Туюс Илья Шор поселок Дорын. Башкарт туюс дерт ловяна. Но мукодлатес юнанин лёг мама. Та весна дрежина вылон ветлам тая быца приключение. Торьен нинкор витчиштама заводита пущных лым. Красота-то какая! Лепота! О, привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Мы находимся на берегу северной реки Вымь. Остановились мы полюбоваться этими видами. Мы сейчас едем по трассе в сторону Сыктывкара с заездом в один очень маленький поселок, на котором находится узкоколейка. Сейчас она с пионерочным движением. Раньше была, как и все, наверное, дороги здесь, лесовозная. Движения поездов там нет, только местные ездят на своих дрезинах в лес, по грибы, по ягоды, да зверя добыть. Вот и мы поедем и прокатимся. Так что не переключайтесь, заваривайте теплый чай. Ой, сейчас тоже надо чайку выпить, уж больно холодно. Подписывайтесь и приятного просмотра. В этом лесу живут ляли. А еще здесь часто можно встретить такие вот домики для песка. Они встречаются только на подъемах. Это зимой фура, когда начинает буксовать по ледяному склону, водитель останавливается, подсыпает себе песочек и по нему уже вскарабкивается в горку. А подъемы здесь, надо признаться, встречаются достаточно крутые. Проезжаем город Айкино, но не смог не остановиться, не заснять для вас вот эту красоту. Когда сворачиваешь с главной дороги, когда сворачиваешь к новым приключениям. Кстати, асфальт более-менее, ожидала, что будет хуже. Уже подъезжаем. Интересно как. Линия двухпутка и не электрифицирована. Не часто такое встретишь. Итак, друзья, вот мы наконец-то приехали. Я утеплился. Эта шапка надевалась последний раз еще, когда мы лазили с вами в каменоломне. Видео можете найти по подсказочке. Сейчас разгружаем дрезину. И сначала надо будет немножко починить ей пульт после предыдущих поездок. Итак, после своих злоключений у дрезины пострадал пульт, когда мы через него перелетали. Вибрации сделали свое черное дело, и теперь эта часть отдельная. Но она здесь усилена деревяхой, а у меня есть ремкомплект из саморезов,
и отвертки. Поэтому сейчас все это скрутим. И на эту экспедицию такого ремонта нам хватит. Последствия ремонта. Все держится отлично. Саморезы рулят. Так что пульт, по крайней мере, восстановлен. А погода тем временем вообще. Снег пошел. Мелкий. Не знаю, на камеру, наверное, не видно. Но снег. Люблю я майский снег. Все, сборы прошли успешно. Пульт починен. Взяли всего один пакет. В нем всякие плюшки-ватрушки, термос с чаем горячим и тент на случай необходимости укрывания от непогоды. Зачехляем прицеп и вперед. Моя красавица на путях. Сейчас поедем сначала по станции. Проедем все эти усы, чисто зарисовать их на GPS. А потом будем стартовать на линию. О том, насколько активно эта дорога используется местными, можно судить по количеству гаражей для пионерок. Начинаем, пожалуй, с пути бокового, который сейчас уходит налево. Мы прибыли на Вёзденскую узкоколейку. Хоть ее начало и в поселке Илья-Шор, но ближайшая железнодорожная станция называлась Вёздено. Поселок возник в конце 30-х годов. Первый локомотив, газогенераторный мотовоз, прибыл в 1947 году. При этом строительство самой дороги началось в 1946. Дорога обслуживала Вёзденский лесопункт Усть-Вымского леспромхоза. В 80-х годах на линии работало одновременно до 14 тепловозов. За сутки на нижний склад, это место перегрузки древесины из вагонов узкой колеи в ширококолейные, подавали от 30 до 40 груженных сцепов, представляете? Вот это объемы. А к 1991 году протяженность магистрали достигала 35 километров. Заканчивалась она в лесном массиве Скворцово-Дача. В конце 90-х годов были брошены лесозаготовки за рекой Кижмала, мост через которую расположен на 24-м километре. А с 2002 года тепловозы не ездили уже дальше моста через Йортом на 14-м километре. В ноябре 2007-го вывозка леса по узкоколейке прекратилась совсем. С тех пор дорога используется местными жителями для поездки на пионерках. До первой конечной доехали. Да, тоже гаражи для пионерок. Но мы видели еще одно ответвление туда. Поехали на него. Кирилл опять в роли стрелочника. Давай до конца. Ага. Ссылку на его статьи я оставлю в описании. Красота какая. Мхи, трава, ели. Вот здесь уже точно давно никто не ездит, потому что там гаражей не видать. Ну и заросли. Все как мы любим, железнодорожный узкоколейный оффроуд. Тут главное ноги беречь. А вот это, кстати, похоже на остатки узкоколейного вагона. Да, угадывается что-то старинное. Годов 40-х, наверное. Специалисты, отпишитесь в комментариях, что это может быть. Ну а здесь автолавка. Дальше на этом все. Станцию, можно сказать, объездили. На линию поедем по главному пути, чтобы уже закрыть этот гештальт, и все пути были нами обкатаны. Ну, чистой воды перфекционизм. Не ищите здесь какого-то здравого смысла.
Все, ребят, переставились, обогнались по этому пути, по этой ветке соединительной. Теперь через главный путь поедем в сторону леса. Срезать стрелку не получилось. Проблема устранена. Поехали.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вы куда путь держите-то? Ой, я далеко, до 4-го. До 4-го? Да. Мы тут туристы к вам приехали в гости прокатиться. Ну, Может вас подвезти? нет, не надо, я на прогулке спасибо. А, на прогулке? Да, Движение это жизнь. да. Понятно. 12 лет. Сколько? 12-й вот. Здорово. Да, по 10, по 20 километров ходила. По 10, по 20? Да. Здорово. Ну, туда 10 и назад 10. Ну, сейчас уже старость. 70 лет все-таки. Сколько? 70. Вот так вот. А скажите, а здесь зверь какой водится, нас никто не может съесть? Нет. Нет, спокойно. Ну, так медведь. Меня в прошлом году, знаете как? Я вот здесь прямо шла, так вот там на 3-м как раз. А он вот так вот оттуда уходит на меня, так, я так, ой, и так стала. Он на меня так посмотрел и как чухнул туда. Ну, Сам немножко испугался. испугалась, конечно. Ну, конечно, такого-то зверя Ну, повстречать. да, да. Понятно. Нет, А скажите, пожалуйста, а давно по узкоколейке поезда не ходят? Вот тепловозы, вагоны. Давно. Давно? Давно. Я вам не скажу, сколько, но давно. Понятно. И сейчас, значит, только местные на пионерках. Ну вот, пионерки, зимой бураны. Ага. Ну, а вы докуда едете? Докуда дорога идет, до туда и едем. Мы исследуем такие узкоколейные дороги. Интересно их современное состояние. Ну, Поэтому- я не знаю, докуда она. Дает там, а так точно, но там дальше не знаю идет. Ну, проедем, посмотрим, Это докуда 13 получится. или 14 километров от поселка. Ага. Ну, Понятно. едет, вот и сегодня поехали ребята на рыбалку или на охоту, куда, не знаю. Здорово. Да, здорово. Хорошо. А вы где такую пионерку взяли? Я ее сам сделал. И здесь она у вас стоит? Нет, я ее на прицепе привез. Вот Путешествуем. у нас такой нету. Да. Вот сейчас в Синдер ездили. Там прохватили вчера, сегодня здесь. А зачем это вам? Ну, хобби такое. Кто-то рыбачит, кто-то охотится. Отпуск у нас такой. А, все ясно. Просто вы от себя. Да, от тебя. Ясно. Ну, давайте, едьте. Удачи Да. вам хорошей. Доброго вам Не здоровьца. упали, ничего. Да, Может, спасибо. постараемся. А то давно хотели сюда ехать далеко, где Ну, живем. так едет, дорога ничего. Я Ну, вот ладно. сегодня не знаю докуда. Может, до 5-го дойду, может, до 4-го. Понятно. до Ну, может, еще 4-го, увидимся. Ну, может. Сегодня снег Да, вроде может. обещали. Да кого-то уже немножко шел. Да вот сейчас тоже вроде немножко идет. Ну, сейчас так немножко. А что, еще больше будет? Посмотрим. Мне вообще смс-ка приходила, что ветра, снега, дожди. Но что-то пока как-то нам везет с погодой очень хорошо. Ну, где-то есть такое, где-то есть. Ну да, республика большая, Да, так что. да. Ладно, спасибо. До свидания, Спасибо поедем вам, дальше. Давайте. Да, до свидания. Чтобы все хорошо доехали. Ладненько. Будьте здоровы.
Вопреки ожиданиям, здесь аж 2 ответвления от главного хода. Предлагаю проехать сначала до конца основной линии, а потом уже вернуться сюда и здесь уже покрутиться, поисследовать. Внезапно рельсы резко уходят вниз, и мы попадаем на мост. Вполне нормальный мост. Оп, мы поехали вверх. Тормознем на фотостоп.
затем такой резкий уклон вниз. Реально как американские горки. Вот как-то так это выглядит. Ну, начинаем наши американские горки. Наката практически нет. Вероятно, не зря. Ух, как очково. Но колея должна быть нормальная. Жесть. Еду на тормозах, вариатор не держит. Вообще улет, братцы. Тормоза почти не держат. А вот это был какой-то мост. Вы посмотрите. Остатки. Теперь вот такой. Он всегда со мной. Есть просто вверх. Это скорость такая или Это у нас резина стала тяжелее, ее тормоз вот так вот прерывисто держит. Ладно, поехали. Красиво. На песке был себе конкретно, песке. Вот это настоящий хардкор, братцы. Конечно, последнее, что здесь стоит делать, это сваливаться с рельс. Но они здесь закреплены сваркой. Так что колея должна быть нормальная. Ох, не зря мы поехали. Его высочество Буран и волокуши. Да, здесь похоже база. Зимняя. Тоже Буран. Волокуши вверх ногами. Еще один снегоход, похож на самодельный. Скрепно.
Похоже, готовят к вывозке. Да, ответвление все. Опять пошел снег. Ребят, доехали до очередного уровня американских горок. Рельсы резко идут вниз, ну прям вообще хана. И вот мы сейчас практически без тормозов херачим сюда и аккуратненько пересекаем вот этот мост с речкой. Кстати, живописно как. Делаем относительно безопасно, потому что вон пионерка. Здесь когда-то было ответвление в бок, но оно кончается здесь же. А вот и пионерка местных жителей. Конструкция более продумана за счет наличия вот этого вот щита. Видимо, приехали на охоту. Давайте глянем, что у них тут. Сюда наверняка кладется туша добытого зверя. Вот этот склетный движок. Ух ты! Вот эта классная штука, это реверс-редуктор от заводской ТД5У. Собственно, видите, какие цепи там мощные. Поэтому он и расположен. Двигатель поперек, а не продольно. В принципе, конструкция достаточно простая. Сцепление, газулька, на себя тормоз. Вот как-то так. Сзади тоже. Ручка, за которую можно поднимать. Также сюда можно какую-нибудь поклажу. Здорово. Кстати, достаточно облегченная конструкция. Много лишнего срезано. Красота. Что касается дороги, все. Рельсы здесь кончаются. Дальше все разобрано и ничего нет. Вот это ответвление тоже кончается здесь же. Дальше уходит только еле читаемая просека.
Итак, длина с учетом наших разъездов по станции 25,5 километров. Осталось еще 3 уса. Решили пока здесь устроить небольшой привал, попить чаю с булками. Замерзли просто капитально. Идет снег. Прямо скажу, я не ожидал, что в конце мая я попаду в снегопад. Поезд отправляется от конечной станции Меня. Так, братцы, мы подкрепились. Едем обратно. Начинаем с Лютого моста. Хотя, как Лютого? То, что мы проехали первым, вот это да. А это так, баловство. На обратном пути тормознули. Увидели то, что не видно было, когда ехали к конечной. А именно избушка. Пойдемте посмотрим. Что интересно, по пути мы пересекаем целую бывшую трассу. Да-да-да, там дальше будет остатки от стрелки будут. И когда-то сюда шел УЗ. Шел и ушел. И вот такая вот избушка. Здесь трава заготавливают. Видимо, охотничья. О, смотрите. Даже бур есть для подледной ловли. Дрова наколотые. Класс кострища. Ну-ка. Есть кто? Бах. Охотничье хозяйство. Все это подвешено, чтобы всякие мыши-крысы не съедали. По крайней мере, в пещерах так. Столик. Да, классно. Жилетки зачем-то. Тоже волокуша. А здесь, да, буржуйка, сковородка, на ней едят. Одежда, предметы быта. Собственно, спят наверху, потому что тепло, оно идет кверху, как вы знаете. Ну, а внизу складывают, собственно, все остальное. Лопата снеговая видна. Да, охотничья изба. Тоже дровник. Да, 20 числа мая. Можно в снежки играть. Снегопад, конец мая. Это Коми, детка. Конец мая, ребята, напоминаю.
ненадолго тормознули. Он уже засыпает снегом. Здесь поехали. Да, точно. Сделал? Давай приезжай, я сразу сделаю. Ага. Когда они оттуда поедут, и если не заметят, Да, ну поехали, самый дальний улица. Ух ты! Сразу в лесном царстве оказались. Вот нравится природа севера. Ели, мох. А вот это надо преодолевать уже порознь. Оп. А. Не знаю, вам слышно? Нет, так ветки хрустят еще от колес. Да, сразу видно, давно здесь не ездили. Ага, не мешает. Только останавливались перед очередным завалом, как дрезина сошла с рельс из-за уширения колеи. Сейчас дерево порубим, поставим на рельсы и продолжим. Хорошо, что это уже спилено до нас. Пару раз уже сходили, просто падали одним колесом внутрь колеи из-за уширений. Порой на рельсах есть мох. Видимо, реально давно не ездили. Кажется, видна конечная точка нашего маршрута, братцы.
Да, это похоже конечная. Там дальше тоже подзавалено. Рубиться смысла не видим. Тем более у нас еще 2 ответвления. Ну, рельсы вроде куда-то идут. Возвращаемся. Вон то дерево. Чтобы под ним проехать, мы с дрезины слезаем. Успеет ли он сделать стрелку и отойти? Успел. А теперь надо вернуть для тех мужичков по прямой. Как же пахнет хвоей. Вообще супер в лесу. Несмотря на то, что снег еще продолжается. Реально погода ноябрь, а не май. Готов? Поехали. Доехали до того, что уже земля побелела. Снег идет не переставая. Ребят, холодно, мокро, но очень красиво и необычно. Очки все уже заляпаны снегом, водой. Вижу все так в разводах. Вот так вот и надо одеваться. Единственное, вместо берцев надо резиновые сапоги с теплой подкладкой. Тогда вообще ничего не страшно. А так, да, тема еще шарфом. Вот так закрываюсь и вообще. Вот на тормозах мы разгоняемся. Вот в такую лощину.
Рельсы резко так хоба вниз ныряют. Прямо на мост. Размыло его или нет, непонятно. Вода прям вот она. Здравствуй, Новый год. Никогда еще зимой не ездил. Майя. Друзья, как вы можете видеть, снег и не думает кончаться. У бедного Кирилла, который надел зачем-то тряпочные берцы, насквозь промокли ноги. Не знаю, насколько его хватит. Мы попробуем сейчас исследовать эти два уса. Начинаем с ближнего к концу, чтобы, так сказать, поддержать традицию. Затем поедем на тот. Поехали. Путь сразу резко ныряет вниз. Стволы не висят, кстати, имеют опору. Назад стрелку сделал? Нет, мы ненадолго. Да.
Ребят, признаюсь, мы кончились. Дрезина который раз сходит. Пути здесь полное говно. Рельсы сходятся. Мы все замерзли, ноги мокрые. И куда-то дальше ехать, честно говоря, это может просто сказаться негативно на нашем здоровье. В такую погоду ставим на рельсы, едем в бус греться. У меня есть пара куриных дошиков, и мы их сейчас будем вместе с чаем и бутерами. Это просто жесть. Братцы, мы опять с рельс сходили. Тут колея. Тут нужны уширители. Так что правильно мы сделали, что развернулись. Болото проехали. Вон оно рядышком. Меньше всего хочется сейчас сойти в рельс с болота. Меньше всего хочется сейчас сойти с рельс прямо в болоте, в воде. Но благо этот участок мы проехали. Холодина, конечно. Май месяц, да. Едем так медленно из-за того, что периодически бывают сходы. Не хочется как-то себя сейчас поломать по ветке. Поэтому аккуратничаем. Поднимается, видите, наверху. Это магистральный путь. Ну сейчас. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Уклон такой идет прямо на меня, жутко. Вот она стрелочка. Возвращаем в исходную. Так, ребят, ну там жопа. Это видно уже отсюда. По этому пути мало кто ездит, если вообще ездит. Ветки есть, но они даже не перебиты. Видимо, он не используется, как говорится, от слова совсем. Кстати, красиво он так под наклоном тоже туда заваливается направо. Ладно, едем в Илья-Шор. Пора собираться, греться. Фух, и ехать в Сыктывкар.
Доехали. Паковал коробочку в коробочку. Братцы, когда передавали, что будет снег, ну, думал, ну так, ну немножко. Ребята, вообще натур зима. Вот это жесть. 20 числа мая. Ребята, май месяц. Просто трэш. Зато такое точно никогда не забудется. Сыктывкарский хлеб. Бутерброд северный, щедрый. Все, согрелись, покушали, чаю попили, бутерброды умяли, порядок даже навели, готовы выдвигаться в Сыктывкар. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите в комментарии, что вам больше всего из этого трэша понравилось. Завтра у нас новая узкоколейка, очень неизведанная и очень далекая. Так что до новых встреч!